Что нас ждет? Глобальное потепление или новый ледниковый период? Все чаще мы слышим о том, что климат вокруг нас меняется. Да и наши собственные наблюдения говорят в пользу этого утверждения. Лето становится все жарче, зимы все теплее, а весной вместо перелетных птиц можно увидеть, как за окном бушует настоящая вьюга. Что же творится с нашим климатом? Являются ли данные аномалии предвестниками глобального потепления? Или в будущем нас ждет что-то совсем сверхъестественное? Например, новый ледниковый период. Давайте же разберемся во всем этом по порядку. Глобальное потепление. 21 августа 1981 года ученые впервые сообщили о предстоящей угрозе глобального потепления на Земле. Сам термин «глобальное потепление» в широкое использование ввел Уоллес Брокер, американский геолог и климатолог. Забегая наперед, скажем, что позднее был подписан ряд соглашений и протоколов, регулирующих действия государств и направленных на минимизацию ущерба от деятельности человека для нашей планеты. Эксперты в области изучения климата считают, что сегодня и в будущем он изменяется в большей степени за счет антропогенного фактора, то есть человеческой деятельности, такой как, например, промышленные выбросы газов. 13 декабря 2019 года Евросоюз представил свою стратегию по защите климата вплоть до середины 21 века. Согласно ей, в ближайшие 30 лет выброс парниковых газов в странах Евросоюза должен быть сведен к нулю. А в декабре прошлого 2020 года Генсек ООН дал старт кампании против изменения климата. По его мнению, безответственное отношение к окружающей среде равносильно самоубийству, ведь природа всегда наносит ответный удар, и делает это с превосходящей силой и яростью. Об этом свидетельствует и ряд фактов. За последние полвека температура на юго-западе Антарктики возросла на 2,5 градуса Цельсия. В 2002 году от шельфового ледника, расположенного на Антарктическом полуострове, откололся айсберг площадью 3250 километров квадратных. А в 2017 году от ледника вновь откололся новый айсберг, на этот раз площадью почти в 2 раза больше и массой около 1 триллиона тонн. Начиная с 50-х годов 20 века площадь ледника сократилась на треть. Масса льдов Антарктики уменьшается ускоряющимися темпами. Тем не менее, площадь его оледенения растет. По мнению специалистов, процесс, предохраняющий ледники от сокращения площади, в ближайшие десятилетия прекратится, ускорив их таяние. Также отмечено ускорение процесса деградации многолетней мерзлоты. С начала 1970-х годов температура многолетних мерзлых грунтов в Западной Сибири повысилась на 1 градус Цельсия, а на севере Аляски с середины 1980-х годов на 3 градуса. В сентябре 2005 года американский исследователь Деннис Шмидт обнаружил, что полуостров, который был соединен с землей Ливерпуля, Гренландия, льдом еще в 2002 году, стал настоящим островом. До этого толстый слой льда не позволял даже понять, что перед исследователями не полуостров. Этот объект был назван «Остров потепления». Гипотеза Миланковича. Но впервые ли на нашей планете происходят подобные события? Еще 100 лет назад сербский математик и геофизик Милутин Миланкович сформулировал гипотезу, что из-за регулярных изменений параметров орбиты, эксцентриситета, наклона оси вращения и прецессии, земная поверхность нагревается Солнцем по-разному. В результате возникают оледенения, сменяющиеся более теплыми периодами, межледниковьями. Это так называемые циклы Миланковича. И сегодня на их основе строят долгосрочные климатические прогнозы. У каждого орбитального параметра своя цикличность. Все эти факторы вместе дают периодичность климатических изменений в 41 и в 100 тысяч лет. При этом, согласно расчетам, разница в количестве солнечного света в северном полушарии достигает целых 20%. В эпоху плейстоцена от 2,6 миллиона до 11,7 тысяч лет назад Земля пережила несколько холодных периодов, когда ледники занимали до 30% планеты и доходили в северном полушарии до 40-й параллели. Последний ледниковый максимум был примерно 18 тысяч лет назад, а сейчас, согласно циклам Миланковича, продолжается голоценовое межледниковье, начавшееся около 12 тысяч лет назад.
Именно на это ссылаются противники гипотезы антропогенного влияния на климат, когда заходит речь о глобальном потеплении. Но более точное моделирование показывает, происходящее сейчас никак не укладывается в природные циклы, ни по силе, ни по динамике. По циклам Миланковича планета сегодня должна постепенно остывать, но промышленная революция в конце позапрошлого века переломила эту природную закономерность. Главной причиной называют антропогенные выбросы парниковых газов, больше всего СО2. Ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений отмечают, что концентрация СО2 в атмосфере достигла максимума за 3 миллиона лет. Однако с 1998 по 2013 год климатологи отметили странные явления. Увеличение содержания СО2 в атмосфере продолжается, а рост температуры будто бы остановился. Это зафиксировали специалисты МГИК в своем докладе 2014 года. Ученые не могли понять, что происходит. Наблюдения противоречили всем климатическим моделям. Некоторые ученые напрямую стали отвергать глобальное потепление как факт. Но в 2013-м температура снова пошла вверх, и климатологи заговорили о том, что, вероятно, подобные 15-летние паузы возникают с определенной периодичностью, примерно раз в 30 лет. Парадокс стабилизации глобальных температур на фоне роста концентрации СО2 в атмосфере надо было как-то объяснить. Иначе прогнозные модели, построенные на простой экстраполяции, выглядели зыбкими. Тогда китайские ученые из университета Ланчжоу предложили утонченную климатическую модель с учетом перераспределения энергии между атмосферой и океаном. Выяснилось, что в период кажущейся паузы в потеплении Земля продолжает нагреваться, но тепло накапливается в глубинах Мирового океана. После того, как теплоемкость океана достигает определенного уровня, снова повышается температура верхних слоев воды. С этим и связана цикличность. Малый ледниковый период. Но что же нам известно о понижениях температуры, о которых говорится в циклической модели Миланковича? Ведь для Европы эта зима стала настоящим испытанием. К примеру, в Испании объявлена тревогу на территории почти всего королевства из-за снегопадов, похолодания и сильных порывов ветра. Столбик термометра в каталонских Пиренеях опустился до минус 34 градусов, а в Мадриде обильный снегопад наблюдается впервые за последние 10 лет. Несколько населенных пунктов Италии оказались под 2-метровым слоем снега, как и в Германии, где на некоторых автобанах образовались длинные пробки из-за застрявших в снегах грузовиков. Некоторые СМИ успели окрестить последствия нынешней стихии снежным локдауном. Американскому континенту этой зимой тоже досталось. На северо-восток США ночью 1 февраля обрушился мощный снегопад с ветром. В одном только Нью-Йорке за сутки выпало 40 сантиметров снега, и власти города были вынуждены ввести чрезвычайное положение. Непогода затронула также Средний Запад и южную часть США. Техас пострадал больше остальных, и миллионы жителей остались без электричества. Может быть, эти события – предвестники какого-то большого катаклизма, и в скором будущем нас снова ждет небывалое похолодание? Действительно, вехи человеческой истории сохранили подобные сведения, и период глобального похолодания, имевший место на Земле в течение XIV-XIX веков, был назван Малым ледниковым периодом. Это было самое холодное время по среднегодовым температурам за последние 2000 лет. Но этому ледниковому периоду предшествовал малый климатический оптимум со сравнительно теплой погодой, мягкой зимой и отсутствием сильных засух. Все изменилось, когда после традиционно теплого 1311 года последовали 4 хмурых и дождливых лета. В Англии с осени 1313 года, а во Франции с осени 1314 года стал формироваться устойчивый снежный покров, явление почти исчезнувшее с середины IX века. Сильные дожди и необыкновенно суровые зимы привели к гибели нескольких урожаев и вымерзанию фруктовых садов. В Шотландии и Северной Германии прекратилось виноградарство и производство вин. Суровые зимы стали поражать даже Северную Италию. На Гренландию стали наступать ледники. Летнее оттаивание грунтов становилось все более кратковременным. И к концу века здесь прочно установилась вечная мерзлота. Выросло количество льда в северных морях.
В России малый ледниковый период ознаменовался, в частности, исключительно холодным летом, когда морозы ударяли в июле-августе, а снег ложился в начале осени. Необычные холода повлекли за собой неурожай и голод, что могло стать предпосылкой к смутному времени. До начала XIX века в Европе резко снизилась среднегодовая температура. Подлинные причины малого ледникового периода назвать сложно. Однако ряд исследователей говорят о таких, как усиление активности вулканов, пепел которых затмевал солнечный свет, понижение солнечной активности, минимум Маундера, замедление или даже полную остановку термохолинной циркуляции океанов. Но похоже, что сейчас мы прошли очередной климатический оптимум, ведь нынешние сильные морозы слишком кратковременны. Скорее всего, наша планета вошла в период глобального потепления. А вот насколько опасен этот период, мы узнаем уже совсем скоро. Проблемы будущего и сдерживающие факторы. Далеко не все нынешние погодные явления мы можем напрямую связать с потеплением. С изменением климата активизируются процессы теплообмена. Земля нагревается сильнее, воздух активнее поднимается вверх, развиваются мощные кучевые облака. Поэтому все чаще возникают неожиданные ливни такой мощности, что системы ливневого стока в городах не справляются. Но глобальное потепление – лишь одно из явлений, на которое обращают внимание. А ведь оно также меняет режим осадков, режим циркуляции воздуха в атмосфере и вод в океане. За последние десятилетия число природных и погодных катастроф в мире увеличилось втрое. Опасные гидрометеорологические явления, то засухи, то обильные осадки, из-за которых урожай невозможно собрать, стали случаться все чаще, и аграрии терпят огромные убытки. Не стоит также забывать о том, что в районе вечной мерзлоты располагаются инфраструктуры добычи нефти и газа, которые строились без учета нынешних климатических перемен. Если ничего не предпринимать, то расти будет и число техногенных аварий и ущерб от них. В противовес примитивной гипотезе зависимости климата только от одной причины – концентрации парниковых газов, в Институте океанологии имени Ширшова РАН профессором Сарахотиным была разработана физическая теория климата Земли. Она показывает, что температура тропосферы, нижнего слоя земной атмосферы, и самой земной поверхности зависит, по крайней мере, от 7 основных факторов. От расстояния между Землей и Солнцем и активностью Солнца, от давления атмосферы, от отражательной способности Земли, ее альбедо, от угла процессии оси вращения Земли, от теплоемкости воздуха, от влажности, от поглощения парниковыми газами теплового излучения Солнца и Земли. На Земле существует много процессов, которые сдерживают изменение климата, но предохранительные механизмы выходят из строя. В охлаждении Земли большую роль играет снежно-ледяной покров, который отражает энергию Солнца обратно в космос. Чем больше снега, тем лучше отражательная способность, тем ниже температура. При таянии остается меньше льда, чтобы отражать тепло. По мере того, как все больше льда тает, на Землю проходит все больше тепла, которое растапливает все больше льда. Получается замкнутый круг. И если с этим ничего не делать, то дальнейшие выбросы парниковых газов усилят эффект потепления и его последствия, а именно повышение температуры океана, повышение уровня мирового океана, повышение средней глобальной температуры, уменьшение количества льда в Арктике, уменьшение объема ледников. Все эти изменения окажут влияние на совершенно разные сферы. В частности, изменение климата может привести к дефициту воды и продовольствия, миграции и перенаселению, росту бедности, наводнениям в прибрежных зонах. Под угрозой исчезновения находится каждый 8-й вид птиц, каждый 4-й вид млекопитающих, каждый 4-й вид хвойных деревьев, каждый 3-й вид амфибий, 6 из 7 видов морских черепах, каждый 3-й из рифостроящих кораллов. 16 сентября 1987 года в Монреале, Канада, 67 стран подписали Монреальский протокол. Реализация положений Монреальского протокола позволила снизить выбросы озоноразрушающих веществ в 4 раза после 1988 года. Без Монреальского протокола выбросы могли вырасти к 2050 году в 10 раз по сравнению с уровнем 80-го, что привело бы к дополнительному истощению озонового
озонового слоя в 2 раза. Поэтому Парижское соглашение, принятое в 2015 году и призванное снизить темпы глобального потепления, стало логическим продолжением ранних протоколов и очередным историческим решением на этом пути. Способы решения проблемы. Человечеству крайне важно увеличивать темпы очистки атмосферы от парниковых газов, таких как углекислый газ, водяной пар и метан. Для этого нужно сажать леса и ухаживать за ними, предотвращать вырубку и варварское уничтожение, сокращать выбросы парникового газа в атмосферу, переходить на электромобили, ориентироваться на солнечную, ветряную и иные возобновляемые источники энергии. Искусственно загрязнять стратосферу по аналогии с вулканами, что приведет к замутнению притока солнечной радиации и снизит температуру. Так, автор теории глобального потепления, советский ученый-академик Михаил Будыко, заговорил о проблеме еще в 70-х годах XX века. Ему принадлежит идея разбрасывать мелкие частицы, чтобы защищаться от солнечного излучения. Если добиться определенной концентрации частиц в слое тропопаузы, то, уменьшая поток солнечного излучения примерно на 1%, можно уменьшить температуру на 10 градусов Цельсия. Академик РАН Юрий Израэль, один из ведущих мировых экспертов по изменению климата, вместо уменьшения выбросов углекислого газа также предложил рассеивать в стратосфере сульфатные аэрозоли – химтрейлы. Группа ученых под его руководством в 2008 году провела эксперимент на небольшом участке площадью около 30 квадратных метров. После распыления в атмосфере частиц приборы, расположенные на Земле, зафиксировали уменьшение солнечного излучения. На сегодняшний день единственный из возможных ответов пугает своей простотой. Нужно приспосабливаться. Адаптация к аномальному климату должна коснуться всех. От личного домовладения до мировой экономики. Человечество должно бороться не с признаком глобального потепления или нового ледникового периода, а с региональными экологическими катастрофами, вызванными его деятельностью, уничтожающей окружающую среду, что на протяжении человеческой истории приводило к гибели стран, культур и цивилизаций. Чтобы мир мог вновь встать на путь достижения целевого показателя ограничения роста температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия, глобальный объем выбросов парниковых газов должен в следующем десятилетии ежегодно снижаться на 7,6%. Технологии и стратегические знания для сокращения выбросов уже существуют. Но преобразования должны начаться уже сейчас. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!